Всем здорово, народ! Наконец-то у меня получилось немножко поиграть в PvP-шку в Midnight. В первую очередь в соло шаффл, естественно, поскольку это самый популярный режим в принципе PvP-шный. Ну и он максимально прост в механике того, что ты соло регаешь. Тебе не нужно тиммейтов искать, какой-то примейт собирать. В идеале, конечно, вообще по дискорду в тройку условно бегать, и на хайрейте это прям важно. А вот соло шаффл, там кнопочку нажал, несколько минуток подождал, и все. Ты в бою, коптись, сражайся, делай, что хочешь. Просто все в одинаковых условиях, вот что еще подкупает. Если тебе впадлу, влом или нет возможности найти себе тиммейта, то как раз таки режим идеальный. И еще, естественно, прикольно то, что можно за любой класс и спек, в принципе, ну кроме танков, это все дело регать. Хотя, опять же, передаем привет прото-паладинам. Если что, мем. Первая моя солока в дополнении, и в лобби был прото-паладин. Это легендарно просто. Но сама концепция соло-шаффла еще заключается в том, что ты по рейтингу соревнуешься в рамках своего спека. То есть, условно, если ты играешь за какого-нибудь неметового энх-шамана, к примеру, то в лидерборде и, в принципе, по рейту ты все равно соревнуешься именно с энх-шаманами, а не со всеми классами цельно. И, естественно, поскольку регается это все не примейдами, а в соло, нету заранее заготовленных каких-то выигрышных комбинаций по типу роги, мага и приста соответственной, и все это дело перемешивается. Короче, плюсов действительно у режима много, и он такой достаточно недушный, фановый, прикольный. Есть, конечно, и свои минусы, но мы их чуть попозже обсудим. Потому что в целом сейчас у меня ощущения достаточно смешанные и есть о чем поговорить. Поэтому всем приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, погнали смотреть видос. Значит, с одной стороны, мне реально нравится, что PvP стало как будто бы понятнее по своей логике. Как по мне, стало гораздо лучше видно, где окно сейчас на урон открылось, где окно для контроля и где надо нажимать свои сейвы, соответственно, убегать, лосать там противничков и так далее. И вот это ощущение, что бой разбит на более такие понятные кусочки, скажем так, и у вас камень, ножницы, бумага по факту идет между бурстами и сейвами, плюс контроль, мне в целом нравится, как это сейчас выглядит. В прошлом дополнении не всегда у меня получалось это отследить, и бывали такие супер смешанные ситуации. Ты вроде бы грамотно свои кнопки нажал, контроль плюс урон выдал, соответственно, челы не умирают. Хотя вроде бы вражеский лекарь под дизейблом, твой таргет, условно, сейвы свои уже прожал в прошлом заезде, а все равно убить его не получается. И такой, чё? Но это мои личные ощущения, я никогда не был прям задротом каким-то лютым. В этом плане, может, все, конечно, не так хорошо, как я сейчас вам описываю. Можете, кстати, в комментариях расписать, если у нас гига-гладиаторы есть, что думаете по данному поводу. И опять же, вдогонку к данному тезису могу сказать, что сейчас аккуратнее нужно быть с контролем. Потому что теперь же диминишинги переделали, и мы можем только 2 однотипных контроля выдавать в противника. Третий уже все, работать не будет. У, соответственно, игрока иммунитет наступает. И, следовательно, сейчас как будто бы цена ошибки выше, поскольку вы не можете последовательно 3 стана условно выдать. Да, понятное дело, что раньше 3-й стан уже мог считаться микростаном, но тем не менее. А если мы тем более говорим про классы, которые имеют именно такую четкую бурстовую ротацию, а потом в промежутках между вот этими заездами не особо депаса много наносят, ну или, по крайней мере, недостаточно, чтобы кого-то убить. Если ты выдал неправильный стан или профокапил свой бурст ротейшн, соответственно, все. Твое окошечко для убийства закрывается, и нужно уже как-то терпеть, время выжидать до следующих КДшек. Ну так как бы и раньше было, понятное дело, но сейчас надо еще аккуратнее с этим делом работать. Быстренькая интеграция от farmin.ru. Слышал, там можно прикупить золото как для игры на официальном сервере, так и на приватном, а также валюту для других игр. Уже 6 лет на рынке, более 2000 довольных клиентов. Ну а по промокоду и так выгодные цены становятся еще ниже. Ну и в общем, отыграл я, соответственно, определенное количество котеечек, вот кап отбил, соответственно, недельный, и вроде бы все было нормально, а потом бах! И начали люди периодически дисконнектиться. Не то, что чел там, знаешь, проиграл 3 раунда в ряд, дальше доигрывать не хочет, ливает, и ему типа рейтинг сливают. Нет. Именно дисконнекты по каким-либо причинам, я не знаю, там интернет или что-то с этим связанное. И сначала это дело меня лично не касалось. Вот, допустим, там разбойник какой-нибудь вылетит, потом какой-нибудь охотник вылетит. И это, конечно, неприятно, с одной стороны, но пока тебя лично не коснулось, терпимо, да, ну окей, допустим, там он был в своей команде, вы раунд проиграли, потом произошло распределение, ты недополучил то, что мог бы получить, но это еще куда не шло. Но вот сегодня меня игра прям в максимальную какую-то фрустрацию вогнала, я не знаю. У меня дважды за игровую сессию, просто вылетела нафиг игра. Первая арена, я отыграл, по-моему, 2 каточки, 2 раунда, все было хорошо, а потом просто, с того ни с сего у меня залагала игра. Как будто бы дисконнект с сервером именно произошел. Я специально проверил, у меня с инетом все было нормально.
Это не была какая-то проблема с соединением, VPN я не использовал, у меня все абсолютно грузилось, у меня даже сам WoW грузился за другого персонажа на РУ регионе, например. Но вот именно тот персонаж, который находился на арене, он почему-то был просто вне досягаемости, он где-то там в пространстве летал, в вакууме каком-то, и зайти, попасть к нему я никак не мог. Продлилось это все минут, наверное, 5, понятное дело, с арены меня где-то выкинуло, и при этом еще рейтинга до хрена сняли, как будто бы я 0.6 отыграл, соответственно, вот 6 раундов, 6 поражений. И я вот до сих пор не могу понять до конца, в чем конкретно была причина, и лично я виноват в чем-то, я не знаю, может, аддоны как-то багуются настолько критично, что вылеты происходят, либо это все-таки со стороны Blizzard, нет ответа у меня. Еще больше подливает масло в огонь тот факт, что рейтинга сейчас накидывают достаточно мало, ну вот у меня, допустим, 1600-1700 рейтинга, что как бы и вообще немного, это прям начальный базовый минимум, но когда мне находят катки в лобби, либо 3, либо 4 игрока имеют рейтинг там вообще 700 единиц или что-то такое, ну прям базовый начальный. И следовательно, чтобы мне какой-то существенный прирост по цифрам рейтинга получить, я должен выиграть 5 или 6 раундов. А в данных условиях это, ну не то, что невозможно, это просто маловероятно. Учитывая, что сейчас, ну вот максимальная солянка происходит, естественно, в соло-шафле. Какие-то там гладиаторы только-только начинают играть, у них 0 рейтинга, хотя через неделю будет уже 2000. И они попадаются в одни и те же лобби с какими-нибудь пацанчиками, которые вообще второй раз, в принципе, солоку в своей жизни регнули. Короче, максимально разный уровень игры у людей, у игроков на один и тот же рейтинг. И да, это абсолютная норма в начале сезона, здесь ничего сверхъестественного нет. Но из этого просто вытекает еще один малоприятный аспект, а именно неинтересные катки, когда в лобби есть, ну, прямо очевиднейший аутсайдер. Если это какой-то слабый дамагер, условно, то все в него упарываются, и, скорее всего, раунд будет выигран той командой, у которой этого дамагера нет. Но это еще нормально, потому что, в принципе, как-нибудь там он может что-то сделать необычное для себя, как-то хорошо сыграть, и, в принципе, раунд забрать можно. Гораздо хуже, когда аутсайдером выступает лекарь. И вот это уже проблема совершенно другого уровня, потому что, когда разница в уровне игры между лекарями очевидна, и вот лекарь 1 слабее гораздо, чем лекарь 2. Вы просто отыгрываете 6 раундов, и 3 раунда побеждаете с сильным лекарем, 3 раунда проигрываете с лекарем слабым. Тут никакой интриги нет вообще. Вот моментально она пропадает. Короче говоря, из всех проблем, в принципе, я сейчас вижу только две. Одна из них это не то, что проблема, а можем сказать, что особенность старта сезона, а именно широкий разброс уровней игры людей на один и тот же рейтинг, потому что, в принципе, сейчас у всех рейтинга мало. И вот вторая уже действительная какая-то проблема, потому что, опять же говорю, я слишком часто сейчас с этим сталкиваюсь, это полные вылеты с лобби-арены или какие-то невероятные баги, когда я просто не могу нажимать кнопки, но, кстати, при этом вижу, как бегают мои тиммейты. Это вообще какой-то нонсенс. Я выключил все аддоны, делаю релоуд, быстренько даже в игру пытался перезайти, ни хрена не помогает. Ну что это? Великолепная игра, великая компания. Это просто пиздец. Что я должен сделать? Что это вообще за баг такой? Почему я вижу, что у меня персонажи союзные бегают, при этом сам кнопки нажимать не могу? Что это? И это, с одной стороны, какая-то забавная проблема, потому что вроде бы такого быть не должно. Какой-то дисконнект с сервером происходит локальный. Я не шарю, в чем причины, но это, да, максимально неприятно. И вот если эти проблемы, скажем так, не замечать, глазки на них закрыть, то в целом играется прикольно. Хотя, как по мне, сейчас маловато кастеров, и вот, допустим, элем шамана я еще ни одного не встречал. Варлоки мне попадались только дестрики, и то, по-моему, 2 раза в принципе за все солоки, а может быть даже только 1 раз я дестрика видел. А вот если мы говорим про варлоков демонологов, про варлоков афликов, их вообще как будто бы не существует. Магов сейчас достаточно много. Лично мне попадались в основном фаеры. 3 раза я, по-моему, против них играл, и парочку раз фросты. Аркан магов, кстати, не видел, хотя вроде говорят, что они сильные. Либо это был мем, я не знаю. А если говорить про самых частых и многочисленных обитателей Солоки, то, опять же, по моему опыту, это в основном охотники, очень много БМ-хантов и немножечко ММов. Паладинов как-то дохрена слишком, наверное, именно ретриков-дамагеров. Хилы сейчас в основном это престы и ткачи туманов, монахи, кстати. Вроде бы достаточно сильные сейчас, опять же, насколько я все это дело запомнил. Еще, кстати, про время ожидания этой самой Солоки тоже можно поговорить, потому что изначально, когда вот первые катки я отыгрывал, до рейтинга в где-то 1500 единиц была прям максимально живая быстрая рега. 5 минут постоял, подождал, максимум 6, все, ты в бою.
Потом это время где-то сместилось на ожидание 8 минут, а сейчас, я не знаю, могу по 12, по 15 минут стоять ждать Солоку. И как будто бы, с одной стороны, ты включил видос где-то там и просто АФК сидишь, ждешь. Ну а с другой стороны, что будет потом, когда еще выше рейтинг, соответственно, поднимут? Там, что, по 20 минут сидеть, по 30 ожидать, как в прошлых дополнениях? Я, кстати, думаю, что это во многом связано как раз-таки с форматом самой Солоки, что 6 раундов играется. Вроде бы логичная мысль, смотри. Всегда долгая рега связана с нехваткой лекарей, потому что за лекарей в процентном соотношении мало людей хочет играть. И дамагеров в процентном соотношении всегда гораздо больше. И даже несмотря на то, что в лобби нужно всего лишь 2 лекаря единовременно, этого все равно не хватает. Разброс гораздо шире. Так вот, когда мы говорим про Солоку, в рамках которой нужно отыгрывать 6 матчей, это все растягивается на достаточно длительный промежуток времени. Соответственно, эти 2 данные лекаря, которым нашло катку, забронированы, скажем так, на достаточно длительный промежуток по таймингам. Если бы Солока была реализована как на условных пиратках, там по Вову, по 3.3.5 и так далее, когда нужно было отыгрывать просто один обычный раунд, который по механике сравним с, обычной регой 3x3. То есть не до первого убийства какого-либо игрока, а прям вот до конечной, когда нужно, чтобы все либо сдались, либо все, соответственно, откисли противники. И вот в этом формате матчи проходили бы гораздо быстрее, соответственно, хилы в пул возвращались обратно тоже гораздо быстрее, и вот этот вот миксер работал бы, соответственно, на повышенных скоростях. Следовательно, рега была бы динамичнее и гораздо живее. Но опять же, это касается именно конкретно скорости подбора. Но вот просто когда на вармейне в прайм-тайме я начинаю регать Солоки, там ожидание 30 секунд-минута. И да, ты играешь всего один матч, а не 6 сразу. Но такой формат, наверное, воспринимается проще, что ли, поскольку у тебя, да, короче игры, но зато их больше. Еще, кстати, мысль прямо сейчас пришла. Если ты ждешь матч 15 минут, потом тебя закидывает в лобби, где как раз-таки есть вот этот дисбаланс по хилам, например, и катка получается по итогу неинтересная. Ты 6 раундов месишь глину, заранее зная результат. И вот если бы ты, соответственно, попался в такое лобби и отыграл всего лишь 1 раунд, это было бы гораздо проще. Потому что, да, отыгрывать 6 раундов в лобби, когда уже со 2-го, допустим, все очевидно, такое себе удовольствие. Так-то соло-шаффл все равно остается для очень многих самым удобным и самым массовым все-таки способом играть рейтинговое PvP. Потому что он действительно удобен. Ты просто кнопку нажал, и у тебя бесконечные матчапы находятся. Здесь больше вопрос про сам формат. Как будто бы его нужно как-то подкорректировать. По аддонам, кстати, парочку слов тоже надо сказать, потому что, во-первых, у нас была какая фишка и вообще, в принципе, инициатива от Blizzard, да, перед началом этого сезона. То, что они, значит, захотели аннигилировать некоторые аддоны, просто сделать их нерабочими, но за счет этого интегрировать как бы свои авторские, тудым-сюдым, вот это вот все дело подредачить, короче. Что мы имеем на выходе? Не работает Викаурос, допустим, но ему на замену приходит аддон, например, мини-CC. Кстати, супер амбулька прямо сейчас. Если никогда не использовали, не знали, не слышали, прямо вот рекомендую. Супер функциональный аддон, который прям всю необходимую информацию вам выводит. Прожимки противников, ну именно бурстовые, допустим, или дефательные, основные кнопки, в общем, выводит. При этом показывает контроль, в котором противники стоят, соответственно, прожимки ваших тиммейтов показывает. И еще можно настроить себе, чтобы, допустим, когда ваш лекарь в контроль попадает, тоже это отдельной плашкой прям выводилось. Короче, аддон мини-CC, вот запоминайте, записывайте, невероятная вкуснятина. Насчет Гладиуса, кстати, не помню, то ли он совсем не работает, то ли конкретно у меня как-то все это некорректно по итогу выходит. Сейчас я использую S-Arena Reloaded. Вместо стандартных близовских арена-фреймов вы видите немножко видоизмененные, можно там текстурки поменять, но это не так важно. Самое главное, понятное дело, что вы видите кулдауны на тринкеты и кулдауны на расовые способности. Хотя изначально, слушая Blizzard, казалось в моменте, что они и не дадут нам отслеживать кулдауны на тринкеты вообще. То есть мы бы как бы вслепую сражались в этом плане. Также с помощью аддона S-Arena вы можете отслеживать диминишинги, а именно там руты, станы, параличи и так далее. Ну, вы понимаете. И еще мне нравится, что вот так вот отдельной плашечкой слева от фрейма вылетает кастбар, соответственно. Ну и тоже, в общем, достаточно удобно, минималистично. Классно. Единственное, касательно аддонов, я еще сам для себя не выяснил, можно ли как-то отслеживать КДшки противников, вот как раньше это было. Ну, условно, чтобы вы видели, сколько КД там на Фиру при 100 у него остался, да, там сколько КД до 100 на какого-нибудь персонажа и так далее. Потому что мини-CC не отслеживает кулдауны противников, насколько я могу судить, S-Arena тоже не отслеживает. Есть ли аддон, который прямо сейчас рабочий и при этом грамотно все вот это вот показывает? В общем, я пока
пока что не нашел этот аддон. И вот с одной стороны, конечно, хотелось бы видеть все эти КДшки, как раньше ты это спокойно мог отслеживать. И условно, если у тебя нету какой-нибудь расовой активки андеда, которая диспелит фиры, ты бы к Присту в упор не подходил, опять же, зная, что у него фир сейчас не на кулдауне или скоро с кулдауна выйдет. И сама суть, понятное дело, была в том, что ты мог до секунды этот момент отслеживать. В текущей же ситуации, опять же, не знаю, это я фрик или так действительно задумано, ты до секунды как раз-таки вот эти моменты отследить не можешь. И если ты, допустим, где-нибудь там в своем уме просчитался насчет кулдауна фира Пристовского и подошел слишком рано, а твоя активка еще на кулдауне как раз-таки 5 секунд. Ну и все. Будь добр тогда фулл фир, соответственно, в контроле простоять. С одной стороны, вроде прикольно, поскольку тебя заставляют буквально на память запоминать, сколько, какая способность у какого класса кулдаунится. Ну, по крайней мере, какие-то основные бурстовые кнопки ты точно должен запоминать. И при этом ты еще как-то фоновым процессом во время файта должен, соответственно, все вот эти вот тайминги прям ощущать. Либо есть второй путь, это адаптация. То есть ты не запоминаешь и не пытаешься даже считать это все дело, а вот в моменте, я не знаю, комбуст нажал какой-нибудь фаермак, и ты такой: о, надо бы подвыйти. И все время держишь руку на пульсе, оставляешь, знаешь, такой туз в рукаве. Короче, подводя итоги, хочется сказать, что вот после длительного достаточно перерыва, в моем случае, я вернулся, и пока что играется максимально чилово, прикольно и весело. Если, конечно, вычеркнуть вот эти пару арен, где меня просто выкинуло там и по IP забанило, я не знаю. Несмотря на то, что Blizzard лишили вот эти танцы с аддонами придумать, все равно можно найти свои достаточные и играбельные в этом плане. Ну а Solo Shuffle, естественно, выступает таким эпогеем простоты. В том плане, что ты можешь без предварительной подготовки, без поиска тиммейтов, просто нажать кнопочку и попасть в матч. Да, понятное дело, у этой системы есть свои плюсы, есть свои минусы, но в любом случае достаточно чильно это все по итогу выглядит. Кстати, дополнительные мои видосы можете глянуть на Бусти, там есть подписки разного уровня, и, кстати, не только актуал, еще и 3.3.5 контент есть, кому, если вдруг интересно. Пользуясь случаем, также напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал, где я постирую дополнительную информацию и анонсы о стримах, которые, кстати, проходят на Твичуге. И, блин, еще есть на Ютубе спонсорская подписка, да. Все, и на сегодня будем заканчивать. Всем же вам желаю удачи, всем прогрессив в PvP, всем на сегодня, пока.